Добрый день! Сегодня снова с вами я, ведьма Аграфена, и мое гадание. Сегодня оно идет, скажем так, из ситуации, если мужчина исчез, если он молчит, если вы с ним поссорились. То есть в ситуации, где мужчина отмалчивается. Может быть, достаточно долго. Может быть, вы ссорились. Может быть, вообще ничего не произошло, непонятно. Может быть, он женатый, и вы не знаете, то ли он просто как бы не может, скажем, отойти от жены или чем-то там занят. Вот. Думает, что он думает о вас, вообще собирается ли он появляться, мириться, и с кем он, где он. Да, вот так вот. 5 вариантов. Каждый мы будем рассматривать подробно. Вы можете сейчас прямо загадать число какое-то от 1 до 5 или посмотреть на какую-то карту. Может, вы знаете, где он, с кем он. Ну, в любом случае посмотрим, как он вообще, что он думает о вас, что он чувствует, что там у него, там, где он сейчас находится, что, почему он молчит, и конец ли этому, что это уже уходит в какую-то очень глухую паузу. Так, выбираете вариант. Думаете, какая-то карта вам приглянулась, или кто-то выбирает число 1, 2, 3, 4, 5. Так, первый вариант. Что он вообще сейчас на вашу тему думает? Думает ли? Думает. Думает. Он вспоминает все, что у вас было, все ваши моменты. У него идут воспоминания. Однозначно, что тут он думает. Почему же он все-таки молчит, и что вообще у него за позиция сейчас относительно вас? Ну, он не видит вообще перспектив как-то вот в этих отношениях. То есть вы стали для него воспоминанием. Я бы так сказала, что он думает, он думает, что это все бесполезно, смысла в этом никакого нет. То есть эти отношения не имеют права и места быть. Чем он занят, где он, что, с кем он, скажем так, вторая сторона его жизни, да, чем он там вообще, что у него происходит, куда он сейчас вкладывает свою энергию. Ну, у него какие-то проблемы, то есть какие-то с мужчинами отношения, может быть, это с органами, с какими-то налоговиками. Одним словом, у него так сейчас не лучший период. Вот, по отношению к вас, видите, вот так вот как-то он превратил вас в... Этот человек превратил вас в воспоминания. И давайте все-таки посмотрим, есть ли надежда и на какое-то все-таки изменение. Потому что ситуация грустная. Он занят своими делами. Они у него так. Вы знаете, да. Единственное, что тут вы должны проявлять инициативу, брать инициативу в свои руки. И все-таки у него есть чувства к вам. Вот, хотя они как бы больше все-таки ушли в прошлое, воспоминания. Я же говорю, сейчас ему не до вас, у него как бы его окружают враги. Есть возможность, скажем, все-таки роста ваших отношений и чувств. Но это ваша должна быть инициатива. То есть вот так постепенно, постепенно. Но это будет долго, что могу сказать, императрица. Плюс к тому, что это вам будет стоить усилий. И при определенных... Ну, то есть тут высшие силы этому способствуют. Все-таки это старший аркан. Да, вы можете его вот вернуться, может быть, свое какое-то внимание. То есть что такое императрица? Это заботливая женщина, это основательная. Она всем довольна.
Она знает, что она хочет от жизни. Вокруг нее всегда какие-то поклонники, дети там играют. Она всегда живет полной жизнью. Вот. Окружает свою семью заботой, вниманием, вот, материальными какими-то радостями. Это императрица. Новое начинание, да, которое растет. Вторая карта. Что он сейчас о вас думает, есть ли у него чувства? Ну, тут нет. Человек, возможно, что знает, что вы где-то думаете, о нем ищете его, но он совершенно ни о каком отклике сейчас речь не идет. Вот он отдачи в этих отношениях, вот какой-то там ответного чувства он не испытывает. И он не будет отвечать, если ему там что-то посылать. Так, какая у него позиция или решение по отношению к вас? Вот сейчас, в данный момент. Вы знаете, ему решение это дается, скажем так, с трудом каким-то. Поскольку это туз мечей, вот он решил начать какую-то новую жизнь, возможно, и ему это стоит, ну, знаете, таких усилий. Он очень напрягается, он может сорваться, скажем так. Какой-то все-таки ему это стоит больших усилий. Где он, с кем он, с чем он сейчас вообще занят? Ну, видите, он какое-то пробивает направление, у него есть какие-то цели в жизни. В общем-то, он уже выбрал, что ему делать. Вернее, так как бы он выбирает этот путь, по сути, он и уже выбрал. В общем, он определяется с какими-то своим будущим, что ему делать, с кем ему жить и так далее. Тут у него почему-то он решил, что воздержаться от вас. Хотя как бы это очень трудно ему. Итак, есть ли перспектива, что будет происходить в будущем? Вот он не хочет. В будущем, видимо, у него появится женщина, и она станет препятствием между вами. Или она уже существует. Это какая-то любовница. Возможно, что она какая-то неправильная, молодая, разбитная, которая любит веселье. Ну вот так. Все-таки он решил что-то искать дальше, и ему для него это какой-то удар, это расставание. Все-таки он очень переживает, но тут, видите, он решил кого-то искать, судя по всему, он это все найдет. Третий вариант. Что он чувствует? Знаете, ему по сути очень весело и хорошо. Вот тут мы еще вернемся к этому, что именно. Но он считает, что вы все-таки на фоне этих людей все-таки ему ближе и лучше. Для него вы все-таки... Тут кто-то у вас третий есть между вами. Но, однако, я так скажу, что он, конечно, думает о вас. Вы в этом треугольнике главное. Что он решил вообще, что вот, может быть, вы главное, что он решил? Он решил вами поманипулировать таким образом. Что-то вот взять какой-то верх. То есть, скорее всего, что тут пауза, и он просто хочет, чтобы вы больше делали то, что ему надо. Да, он может вам показать, ой, меня и это, но вы для него важнее. Так, и что у него, как бы, чем он за... Ну, что тут, знаете, вот он не имеет никаких иллюзий, он понял, что вы для него важны, в общем-то, он вот это вот ситуация, где он манипулирует, берет над вами вверх. Так вот он... Это какой-то расчет. И какова же перспектива вообще этого всего, с его стороны? Ну, вообще, тут покажет, или с его стороны это будет, или с вашей. Может, вас это раздражает, вы ему скажете, пошел вон. Так, тут какая-то неучтенная ситуация. Действительно, он может, вы его можете списать. Вот. Видимо, вы такая женщина, которая, может быть, вы вспыльчива или совершите какую-то ошибку. Вот.
То есть, и он это также делает зря. То есть на вас такими методами давить нельзя. Не очень хорошая карта. Если вы хотите сохранить этого человека все-таки, учтите, что он просто манипулятор, хочет вас таким образом, ну, чтобы вы соскучились, вот вами манипулировать, по вашим сознанием как-то покрутить, и ваше будущее вы можете ошибиться. Вот если вы можете вспылить, там, списать его, то, ну, с одной стороны вы будете правы, но с другой стороны это будет ваша ошибка. Может, вы его забыть потом не сможете. Ну, то есть тут такая карта, что вы не учитываете чего. Так, 4-я карта. Ну, все, он полностью вас как бы отрезал, и, может быть, это ему далось также тяжело. Нет, он у вас не думает. Скорее всего, что между вами было много очень таких тяжелых моментов. Очень долго друг друга кололи ножами, разборки устраивали. И вот результат, что он же ничего не хочет. Или держит на вас зло. Даже вот так вот. Психует. Так, ну, зло это тоже, как, знаете, вариант любви, но со знаком минус. Так, какая позиция у него относительно вас? Ну, я так иногда тебе говорю, в общем-то, ничего серьезного. Вот такой вот обиженный мальчик. Чем он занят, что у него вообще вот с той стороны голова. Так, он видит себя таким шикарным любовником. Возможно, что у него есть какие-то варианты женщины. Может, он даже с ним уже далеко зашел. Да. Вы вот обижали. Он о вас иногда что-то нехорошее говорит. И у него есть дама. Дама. И все-таки, какой выход из этой ситуации? Что будет дальше между вами? К чему это идет? У него есть женщина, у вас. Так, 5 мечей. Да, ничего не будет, будет крах. Это все будет продолжаться. По крайней мере, в какой-то срок загаданный. Ничего хорошего. Будете ругаться. Если даже будут отношения, то это будет ругань. Почему? Ну, продолжаться будет. Общение возможно, но это будет ругань. То есть 5 мечей, кризис в ходу. То есть вы еще до конца не докололи друг друга, будете добивать. Так, 8 пентаклей. Все-таки он думает о вас. Да, причем, может быть, даже как-то через силу, знаете, вот он уже не хочет, но вот ему приходится. Или у вас какие-то есть точки соприкосновения по работе, то есть где-то так, что ему надо с вами что-то завершить, подписать, доделать. Все равно это есть общение, все равно это есть мысли о вас, больше мыслей. Какую позицию он занял сейчас вот по отношению к вам? Позицию неопределенности. Я, в общем, так бы не совсем равнодушен, но, в общем, тут я не параллелен, ну и все. То есть тут как таковой активности я не вижу, мысли о том, чтобы что-то решать как-то. Может быть, я когда-нибудь что-то там проявлю себя, пока я никуда не спешу. И чем он занят? У него какие-то выяснения отношений. Ну, вообще такой человек, как бы все время двойки. Ни туда, ни сюда. Что-то он там, знаете, то к одной ситуации склоняется, то к одной точке зрения, то к другой точке зрения. Что там у него? И к чему это все вообще стремится? Что вообще из этого будет? Так, он появится. Вот он такой как бы и будет. Пришел, ушел. Что хочу, то и делаю. То есть, ну, судя по всему, человек как бы страсти тут нет. Какие-то у него что-то иногда вспыхивает, меняется настроение, он идет к вам. Ну, чаще всего он не вспыхивает. То есть вот он так как-то
замешано ваш, больше может быть как дружба, как какие-то разговоры, какое-то общее дело. Ну, сам по себе тут вот такой вот прогноз. Вот тут загаданный срок данным конкретным человеком пока так. Итак, если мужчина пропадает, скорее всего, что действительно ему вы больше не нужны, к сожалению. Хотя мы попытались посмотреть на эту ситуацию глубже. Еще раз напоминаю, что это не индивидуальный расклад, он не учитывает каких-то именно ваших подробностей. И я не настраиваюсь на конкретного человека. Поэтому ситуация в целом. Спасибо, уважаемые клиенты, подписчики, гости моего канала. Все мои контакты с обращением за платными услугами под этим видео. Спасибо, до свидания.